C-класс тот же самый, по сути, четвертый гольф уже. А так у тебя 2010 года машина, уже этим можно похвастаться там. Новый автомобиль, это до 20 лет. После 20 он уже бушка так более-менее. И для людей, которые с ума сходят просто по надежности, это подарок. Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о Ваге, о первой Октавии, которая в связи со своей надежностью обретает второе дыхание. Популярность начинается уже вторая волна, но об этом в течение всего видео, поэтому досмотрите это видео до конца. Сейчас кто-то может сказать, что ты бред несешь, какая популярность? Популярность в том, что пишут многие люди вот на видео 2-3-летней давности, надежно до сих пор катаюсь и не парюсь, мне нравится. С учем, на второй Октавии я рассказывал что да, 1.4 СХ надежен, коммерелских двигателей тоже дизельный так особо бояться не нужно. 1.8 TFSI, да, не жирущее масло, но, опять же, многие уже меняли поршневые, машины с смененной поршневой продаются. Но, опять же, пробеги, возраст, это все равно не на плюс играет, поэтому преимущество таких машин, то, что старая уходит и умирает, а новая уже технически сложная, запчасти подорожали, их меньше по количеству, и, соответственно, дороже машину эксплуатировать. Здесь же преимущество это... Старая школа осталась вплоть до 2010 года. Потому что автомобиль вышел в 1996 году. 2000 был рестайлинг. 2004 года производились в Чехии. В Чехии были сняты, но продолжали собирать в Украине и России вплоть до 2010 года. То есть эта машина шла нахлестом со второй Октавии еще. Более того, еще и с рестайловой Октавии, потому что в 2008 году уже второй рест уже вышел, вернее, рест второй Октавии. Эта машина еще производилась. С 2004 года уже было название Octavia Tour, вы можете встретить ее, потому что, чтобы не путалось с второй, какая-то Octavia первая или вторая, тут добавили уже еще Octavia Tour. Это уже понятно, что это вот это, а не вторая. За свою историю существования машина собиралась в Чехии, в Индии, Казахстане, Украине, России, то есть тоже так немного попутешествовала машина. Машина построена на платформе PQ34, это C-класс, тот же самый, по сути, четвертый гольф. Поэтому по ходовой здесь преимущество: спереди Макферсон, сзади балка, но были версии полноприводные 98 года, уже пошли на муфте Халдекс, поэтому задняя ходовая уже будет многорычажная. И был четвертый гольф на канале, полноприводный также. И я там рассказывал, как можно схитрить по ходовой. От каких автомобилей подходит, потому что вот покупаешь, приходишь, стойка стабилизатора, четвертый гольф, задняя ходовая, полноприводный. На переднеприводной машине запчастей хватало. На тот момент, по крайней мере. На четвертый гольф, стойка стабилизатора, все под заказ, все, хотя от Audi TT там подходили детали, которые всегда в наличии и дешевле 2-3 раза. Поэтому такие нюансы необходимо знать. И с этой машиной в том числе, потому что кое-что можно дешевить с гольфа, с Октавии, можно тоже играть с запчастями, точнее их ценой. Машина 2001 года, это чувствуется, потому что на кузове вылезают сюрпризы. Но любой автомобиль, в принципе, когда ему 16-17 лет уже нужно приложить руки. На этой машине вот уже 5 лет назад переваривались пороги. И хорошо переварили, потому что ничего особо не вылезает. Машина эксплуатируется каждый день. То же самое с своим B4 делал и сейчас проекция с Audi A4. На канале есть тоже 17-летняя машина. Тоже все эти жуки, такая косметика вылезает. Самое главное это грамотно сделать, качественно, и это все равно послужит. А самое главное, не запустить и вовремя вмешаться. Вот что самое главное. По кузову, по большому счету, автомобиль очень хорошо справляется, как может сопротивляется ей. И таких криминального ничего такого нету. Низы дверей это классика, крылья передние тоже снимаются. Вот можно пластиковые поставить. Тоже уже сколько людей вижу, машины катаются. Даже не перекрашенные крылья, просто пластик прикрутили, ездят. Но тоже нужно знать производителя, потому что у некоторых крылья выдуваются, и там щели гигантские, они кривые полностью. Есть конторы, которые качественно делают запчасти. Знаю несколько машин, которые уже 2 года катаются, и люди не парятся. А некоторые до сих пор не перекрасили. Вот. И почему эта машина получается немного остаточная в том плане, что запчасти оставались, все клепали и пихали сюда. Вот двигатели до 2007 года, дизеля все, 180 серии, все, что поставались, что не успели поставить на 4-е гольфы, там боры, джеты, вернее боры, что джет американский рынок, пихали все сюда.
И пока все не использовали, от машины не избавились. Морда у нее уже, рестовая машина, 2001 год, в 2000 году был рестайлинг. Морда рестовая, уже симпатичная, да. Крышка багажника до рест, потому что здесь скосы должны уже быть здесь. Не такие продольные, а скошенное раньше должно быть что-то. То есть спереди рест, сзади это, ну, получается как промежуточная машина. Хотя полноценный рестайлинг, потому что 2001 год. Ну и самое главное, цена машины. Цена, я смотрел только рестовая. С 2000 года по 2010. Цена начинается от 2800. Там на 1.6 бензине, по-моему, самая дешевая машина была. И уже там 3300, 3400, 3600, поехали уже к 4. По самым дорогим, это уже 10-е, 9-е, 8-е года, там уже в основном 1.6 были. Двигатель был, дизель 2007 года 1, 8750. Потом 7900, 7700, 7500. Ну, так, грубо говоря, 2008 года можно купить на 1.6 за $7000. И это для большинства людей на повседневно это идеальный вариант выхода из положения. Потому что машина простая технически, не такая старая по возрасту, что многие год выпуска беспокоят. И вы не ездите на машине из 90-х. И не так будет дорога все равно обслуживание, как более дорогие современные двигатели на тот момент. А цена обслуживания сейчас и ремонта особенно подорожала, и запчастей меньше. Поэтому это реально выход из положения сейчас именно. Салон, но продолжу немного по цене, потому что, сидя в салоне, я вот вспомнил вторую Октавию, вот недавно все равно ее снимал, как я уже упомянул, и сейчас говорил про цены, и сам себя ловлю на слове, а с другой стороны, ну, надежность вы получаете, но взять, к примеру, 2007 год, там 2008 году уже пошли вторые рестовые Октавии, там уже и салон поинтереснее, да. И двигатели, я же говорю, они все самые надежные. 1.4 Саха, он тоже надежный, он крутой. Это 1.6 атмосфера, с ним не сравнится. Потом те же коммерческие дизельные двигатели, то есть, ну, нет проблем. И они тоже стоят в районе там 8, ну там будет дороже. Это если эту за 7500 можно найти 2008-2009 года, то можно найти за 800, за 9 можно искать. То уже лучше ту купить, потому что по-нормальному, но многих людей пугает сборка. Сборка именно здесь до 2004 года чешская, дальше уже чешской сборки не было. Ее сняли в 2004 году и выпустили уже вторую. То у нас здесь они собирались еще. Поэтому суть покупать такую моральная, внешне она уже устарела. Вы понимаете, что пускай 10-й год, пускай 20-й год хотя бы даже, но дизайн ее все равно из 90-х. И все равно вы этим проигрываете. С другой стороны, тут тоже скользко. Я вот говорю в одном положении. Но многих людей не переубедить. Они требуют надежности, это простота. Ну и, конечно, для наших людей серьезный аргумент – это то, что можно взять машину 2007 года, не 97-го, не 2001-го, а 2007-го на 1.9 на массовом маховике, это с простым дизелем. И этот аргумент перечеркивает все нахрен. Просто что вот простая надежность. По салону. На тот момент салон типичный ваговский, но более скучноватый по дизайну, потому что у черта гольфа поинтереснее. Все же расположен, сами дефлекторы обдува, все тут немного поинтереснее внешне. По качеству отделки, конечно, и четвертый боль выигрывает этим, то что пластик здесь твердый, жесткий. Здесь помягче. У черта гольфа подгонка и само качество пластика лучше. Меньше скрипов по салону, одним словом. На следующих Октавиях, вот вторая, вот Кодиак, если более современные Шкоды, там уже торпеда и передние дверные карты по мягкости одинаковые. Задние дверные карты здесь такие же жесткие, как и передние. А там передние мягкие, хотя бы немного, но мягкие. Задние твердые, как здесь, но по внешнему виду одинаковые. Но она хоть и твердая, но по внешнему виду она все равно смотрится еще более-менее, потому что от новых бюджетных автомобилей вот этот пластик, ну даже не знаю, вот можно же было что-нибудь покрасить, потому что этот самый тоже один из самых дешевых, твердый, но и он покрашен, цвет он с этим гармонирует по цветовой гамме, а там смотришь, даже вот самый дешевый, он как будто облезлый, он черный, а более современных он серый такой облезлый все равно. И хотя получается по
твердости одно и то же, и скрипеть будет одинаково, но все равно глаз вот этот больше будет радовать, чем этот более современный дешманский. Неужели нельзя этот серый цвет хоть как-то вот подкрасить, чтобы более дорого выглядело? Но все равно преимущество старых машин именно в этом, я считаю. Сиденье отдельный плюс, но сиденья не родные. 4-го гольфа, да, уже боковая поддержка, уже круто, но более габаритному человеку, круглому, чем я, будет, конечно, неудобно уже здесь, маловато сиденья. Приборка от Суперба. И преимущество, конечно, этих машин, то, что с двигателями можно играться, перекидываться, вот с приборкой совсем по электрике, все подключается, все можно залить, и в этом плане никаких проблем нету. Помимо сидений, плюсы автомобиля, это все электростеклоподъемники, потому что уже даже на новых автомобилях все равно ставят эти весла гребаные назад. Неужели уже не так дорого стоит, что уже нельзя сделать везде электро? 2001 год все электростеклоподъемники, вот это, конечно, круто. По еще одному преимуществу, это подогревы передних сидений. Это тоже очень хорошо, особенно зимой, потому что зимы сейчас уже реально на зимы становятся похожи. Подогрев заднего стекла. Ну, разумеется, климат-контроль. Не кондей-мандей, уже можно выставить температуру, уже действительно полноценный климат. Но, разумеется, мафон мененный. И здесь нету, конечно, уже систем, которые вам помогают там слежение за полосой, всех этих систем, тогда этого не было, и в этом машина устарела. Но в суровых реалиях это все мало кем используется. В большинстве автомобилей, где я снимал, это все отключено, никто этим не пользуется, потому что это людям очень часто мешает. Когда начинаешь ехать, у тебя пищит, ты начинаешь отвлекаться, а что-то пищит, что там чуть отклонился от полосы, там в связи с высоким качеством наших дорог приходится объезжать ямы, люки, и начинает эта система пищать, что ты из полосы вышел, система думает, что ты засыпаешь там или отвлекся, или что, следите за дорогой, начинает пищалка, и люди все это отключают нафиг. Поэтому платить за это я не вижу смысла, потому что 90% автомобилей, что я снимал, это все было отключено. Поэтому и не пишите даже в комментах насчет этой темы. Большинство, блин, все подключали эту всю тему. Подлокотник, конечно же, удобный. Такой, как и в Аудюхе А4 моей. Ну, достаточно удобный, но хотелось бы поглубже и побольше. Уже где они встроены пошли, как у B5 посадок, B6, уже более современного ВАГа. Конечно, более глубокие подлокотники — это преимущество, потому что еще один полноценный бардачок у вас под рукой. Минус салона — это мало места сзади. В принципе, как и у 4-го гольфа, столько же места. Сзади будет тесновато, потом назад я садиться не буду, там ничего нового мы не увидим. Единственное преимущество — это электростеклоподъемники. Все. Места, конечно же, маловато, но в целом все равно это хорошая машина семейная в бюджете. Вот есть плейлист на канале, там, что купить за 2, за 4, за 6 там, тысяч долларов и так далее. В цене 4-4,5 тысячи долларов все равно хороший аргумент для покупки. Потому что преимущество ВАГа — это валом запчастей. Главное преимущество этой машины — это подкапотное пространство, потому что ввиду того, что машины производились долго, и все двигатели, которые остались, по сути, на хранении, они устанавливались сюда, потому что если даже взять вот Audi Volkswagen, в Audi с 2000 года с рестом уже ушли тоже старые двигатели, в основном устанавливались Я188, так же, как и на B5 Passat рестовом. 90 сильно такие 180 серии Я180 остались только на Боре, на 4-м гольфе. На этих машинах из 2004 года они ушли. Здесь же все, что осталось, все устанавливали сюда. Из 2007 года, когда уже началась сборка там в Украине, больше в России их клепали, все эти старые двигатели на них и устанавливались. И клепали их вплоть до 2010 года, чтобы просто все это в серию пустить. Поэтому преимущество этой машины, то, что ее можно купить 2008, 2009, 2010 года с этими олдскульными двигателями. Когда в 2010 году, 2008, 2009, 2010, тогда вот ВАГ начал обкатывать свои первые TSI, TFSI, все боялись, и насос форсунок многие люди боятся. У кого в приоритете только лишь надежность, то это очень хороший выход из положения. Правда, сейчас таких двигателей особо не найти. По двигателям здесь были 1.6, 1.8, 2-литровые 8-клопы, вот очень надежные, хорошие двигатели. И тем, кто боится TSI, это просто незаменимая вещь. 2-литровый атмосферный 8-клоп. По дизелям 1.9 и широкая гамма. Были и атмосферные, там 75 сил эти, без турбины. Потому что многие боятся турбины. Можно без турбины машину найти.
90 110-сильной серии Е180 и уже насос форсунки 100-130 лошадиных сил, соответственно, уже с 2000 года они пошли. Но в основном люди любят такие. Такой у меня был, он мне напоминает мою машину одну. Было на канале. Только там 90 сил было. По сути, чуть сложнее B3 Passat старого, и это людей привлекает, потому эти двигатели покупают. И, честно говоря, здесь нет ничего такого, что может вас просто раздеть. Я не знаю, у меня, блин, на B4 один раз я уже промывал форсунки за всю историю владения. То машина сама завелась, сама доехала, мы тогда почитали, компа тогда не было еще. Прочитали там диагноз, чуть ли за сердце не хватало. Я говорю, ты сам завелся, сам доехал? Я говорю, да, все хорошо. Промыли тогда форсы. Спустя какое-то время я даже не заметила разницы об этом. То есть здесь об этом никто не заморачивается и бояться не нужно. Двигатель прощает все, вот реально все. Не проси только, если вы там масло не зальете в него, там, или ремень ГРМ порвется, только вот так. А так претензий нету, потому что я таким двигателем владел, правда 90-сильным, почти 10 лет. Поэтому к этому претензий нету. От старости там, да, уже просаживаются все опоры двигателя, так ничего сложного нету. С 2007 года, когда уже перешла сборка в России в Украину, уже дизелей особо и не было. Там на рынке 2007 года я видел машину дизельную одну, тоже с таким двигателем. Не насос-форсунка. Человек сразу пишет: дизель, не насос-форсунка, большими буквами. Первое предложение в описании. Дальше начинает перечислять, что он менялся, он когда делал. 2007 год достаточно неплохо. Машине уже будет 16 лет. В 2007 году уже, если дизель, то все на насос-форсунках. И уже атмосферных практически не было. Уже были сплошные TSI, TFSI. А тех годов сейчас брать достаточно опасно. Особенно, когда подорожали цены. Если у вас есть возможность финансово восстановить, то да, можно купить, поменять цепь, все остальное. Но это такие деньги, это просто колоссальные. Это половина стоимости этой машины выйдет. А с таким двигателем сейчас это, конечно же, подарок. Поэтому у этих автомобилей сейчас, учитывая, какие двигатели на них устанавливались, у них сейчас вторая жизнь начинается. По коробкам 5-6 ступенчатой механики, 4-5 ступенчатые автоматы устанавливались. С 98 года уже были полноприводные версии, ну, на муфте, естественно, Haldex. С 2002 года, если я не ошибаюсь, полный привод на лифтбеке уже был доступен. Сначала на универсалах, потом уже на лифтбеке в 2002 году. Повторяю для тех, кто не понял, что найдутся умники. Эта машина производилась с 2010 года, да, параллельно уже со второй Октавией. И если 2007-2008 года искать, то она выгоднее сейчас, чем вторая Октавия с TSI, TFSI. Хотя я снимал недавно вторую Октавию, там нет проблем. 1.4 TSI, Саха, надежный двигатель, классный. И Common Rail'овские дизеля хорошие. Но здесь все олдскульно. И для людей, которые с ума сходят просто по надежности, это подарок. Это реальный подарок. Потому что машину можно взять 2010 года, который 13 лет. С надежными этими бензинками. Дизеля уже не найдете, 2010 год. И где-то в 2007 уже году перестали устанавливать. И уже можно все, я на надежной машине. Ты там на TFSI цепи меняешь. Там, хотя TFSI тоже уже давно все изучили, и проблемы все решаются. Нет ничего такого сложного. Они интересные двигатели. Сразу прошу прощения за то, что буду подтормаживать, что мне немного ностальгия напала. У меня был автомобиль с похожим двигателем. Я уже так немного еще раз прикоснусь к прекрасному, как говорится. Да, конечно же, минус двигателя — это его шум. Вот у нас, опять же, я упоминал недавно, когда говорил про двигатели. И сейчас еще раз упоминаю. Когда-то двигатель стоял в авоське, то, конечно, все нормально. На D3 вот владелец снял 4.2 BFM, поставил такой же 1.9, только там AFN. Вот. И там тихо, конечно. Там шумоизоляция 8 позволяет ехать в тишине и комфорте. Здесь, конечно же, его отчетливо слышишь, его тарахтение. Но, конечно же, за это ему можно все простить, за его надежность. Потому что реально, блин, на запакованных форсунках он едет и сам заводится. И зимой, но вот как мы с владельцем тоже говорили, что замечаешь, от 0 до минус 10 уже заводится плохо. Такое ощущение, что там подсаживается уже еле-еле, как будто он заводится. После десятки уже заводится даже четче, чем до минус 10. Вот эффекта их нет. Я заметил тоже на своей машине. Мучается. А в минус 15 даже спокойнее заводится, чем в минус 7, минус 8.
Вот есть такой эффект. Кажется, что уже, помирающая, там еле-еле заводится. Но все равно 235 крутящего момента, 110 лошадиных сил нормально хватает этой машине, чтобы ехать активно. Их еще можно чипануть. Вот на авоське она чипована, там 130 лошадей уже на ней, или 135, там под 140. Можно и турбину менять. У нас был B3 Passat с 90-сильным двигателем, который тоже там раскачали хорошо. Был на канале, но его в стоковом состоянии хватает. Преимущество двигателя, что он более современный, многие может дергать. Даже с 2-литровым он спереди Solaris едет. Даже, про Solaris я молчу, но другие вот автомобили с даже 2-литровым на автомате атмосферником можно потягаться. Конечно, они вас обгонят тут до 100, там уже дерг, но потом можно наказывать. Можно так хорошо с ними погоняться в этом плане, что... И взять Solaris, он, по-моему, уже рестовый, 2017 года пошел такой. А в чем преимущество Solaris? Вы видите всех слежения за полосой, всего этого тоже у него, в большинстве их комплектаций этого нету. Bluetooth можно в любой маффин вшить Bluetooth, либо купить уже с Bluetooth. Подогрев сидений есть, круиз можно поставить, здесь это не такая проблема, вообще не проблема по сути. И там неактивный, тут будет неактивный. Все, что надо, есть. Подогревы сидений есть. Все, что нужно, есть. И по сути я не вижу, единственное плюс, что там машина новее, дизайн современнее, там. В салоне пластик подешевле все равно, чем здесь. И двигатель не такой бодрый будет. Потому что разгон до 100 одно, но вы постоянно в отсечку крутить его не будете, чтобы до 100 разогнаться. А здесь постоянный крутящий, хороший, чем можно снизу 1900 оборотов. И вы всегда, вот вторая рестовая поехала, все равно покрасивее первой. Поменяли фары, все, машина по-другому выглядеть стала. И, конечно же, в сравнении со второй это будет теряться. Если взять 2008-2010 года, конечно, это рядом не стояло с той по внешности, потому что машина из 90-х все равно как ни крути. Я к чему это веду? Это некорректно сравнивать машину там грубо за $4000 и более современные вот эти B-класс. Но многие люди, вот знакомые тоже, когда вот Polo седаны на 1.6, потому что если Polo 1.4 на DSG, это другая кухня, это совершенно другой автомобиль. Если брать вот корейцы, немцы 1.6 на автомате, на механике, вот многие люди купили и потом от них отказались. Один знакомый купил, все, я теперь на новой машине, я не боюсь, я на 1.6, мне пофигу, масло меняю и ни о чем не парюсь. Поездил 2 года, купил B6 А4 все равно назад. Говорит, деревянная, не тот комфорт, не то, все не то. Есть надежность, больше ничего нету. Говорит, 3-4 года пройдет, и она уже по сути не новая. Хотя в нашем понимании, в принципе, в понимании машина новая, это до 3 лет. Это еще новая машина. Достаточно свежая, актуальная, там до 5-7. Но в нашем понимании новый автомобиль это до 20 лет. После 20 он уже бурушка, так более-менее. А реально новый автомобиль у нас это вообще новый, получается. Потому что мне иногда пишут тоже люди, помоги выбрать машину. Начинаешь косяки называть с ней, то. Говорит, что-то дофига, что она такая плохая, то есть и 15 лет машине, она не такая старая, не 15-16 лет, и столько в ней всего, а почему? То есть, да, у нас до 20 лет машина должна, котируется, все нормально. Но в любом случае минус это, конечно же, обслуживание количества. Потому что если взять более современный автопром, да, с дешевым там двигателем, маломощным, но вы меняете, по сути говоря, масло и колодки, больше ничего, то здесь, когда уже нужно лезть в подвеску, в остальные вещи, то это уже, конечно, начинает бить по кошельку. Даже если сами делаете, запчасти подорожали, это, конечно, вылетает в копейку. Потому что, как проект А4, покупка, регистрация ее, там страховка, уже там, по-моему, в серии там $140 уже насчитал. Если там фильтра, масла и пошло дальше, это еще там сотни, там 1,5 вы потратите. Да, это обслуживание, это ничего не день. Но если уже меняете сайлентблоки, шаровые опоры, передний ходовой, там амортизаторы у вас полетели, либо уже, если от старости, от возраста уже начинает там ТНВД сопливить, либо у вас уже, как многих, тоже и головы нужно менять, и все остальное. Бэушная машина все равно в этом ранге остается. И что от нее ждать, никто не знает.
а готов надо быть ко всему. И это тоже уже не дешево, потому что запчасти действительно подорожали. Ну вот и все по ней. Единственное, что сложно, машины на вид одинаковые. Производилась она достаточно долго, но в этом тоже есть нюансы, потому что многие двигатели, вот 2-литровый атмосферник, после 4-5 года не найти, он уже все, он снят был. В основном 1.6. Дизеля ушли в 2007 году, хотя машина производилась дальше. И в теории, если найти с разборки сюда поставить, в целях удешевления конструкции, езды дальше, ну это можно, там грамотный электрик вам все подключить. В принципе, смысла об этом нет разговаривать, потому что на D3 такой двигатель стоял, ну что другой, там AFN стоял, я вот снимал, был на канале. И на D2 1.9 с насос-форсункой, так что если заморочиться, можно сюда установить. Но сама машина в своем подсознании, я к чему все видео вел, в самом подсознании людей, 2000-2001 старовато типа уже, а так у тебя 2010 года машина, уже этим можно похвастаться там. Ну и машина шла уже после 4 года, это по сути дела по остаточному принципу. Потому что в Чехии сняли с производства и уже начали делать вторую модель. А это делалось по остаткам. Двигатели, все, что осталось на складах, на них пихали. Поэтому вот такая судьба у этой машины. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо.